Сегодня у нас день большого теста. Во-первых, у нас появился такой аппарат, который мы сегодня будем первый раз тестировать. Ради этого мы купили две вырезки и будем их готовить по-разному. Одну мы будем готовить в нашем классическом маринаде. Это перец, соль и все. Во вторую мы добавим пиментон. Пиментон — это испанская копченая паприка. Имеет очень специфический насыщенный вкус. Мы никогда так вырезку не готовили и решили попробовать в новом аппарате вырезку двух видов: перец, соль и перец, соль и копченая паприка. У нас есть две прекрасные вырезки. Их нужно будет сейчас зачистить, избавиться от вот этих вот пленок, потому что они никогда не нужны. И для стейков, для филе миньон мы будем использовать, наверное, центральную часть вырезки. Вот, собственно говоря, вот такая вырезка. Центральная часть приблизительно здесь находится. Мы ее будем готовить целиком, а потом нарежем на стейки, ну и поджарим. Вот. Это нам не нужно. Вторая вырезка поменьше, но тоже вполне хорошая. Вот эти две части у нас пойдут на стейки. У нас приблизительно получится 6 стейков. Небольшие пленки обязательно нужно зачищать, потому что они не только портят вкус, но и еще и портят внешний вид. Так, все, вырезки готовы. Абсолютно не жирные. Вообще вырезка — это самое легкое мясо, самое легко приготавливаемое мясо для стейков. Их практически невозможно испортить. Поэтому для нашего теста мы и выбрали вырезку. Готовить мы будем в су-виде их целиком. Потом нарежем на стейки и поджарим. Как я уже сказал, одну вырезку мы замаринуем всего лишь в соли и в перце. Во вторую мы добавим много копченой паприки. Она абсолютно не горькая, но имеет сильный копченый вкус, поэтому ее можно добавлять побольше. Аромат у паприки, конечно, очень сильный, но неизвестно, как это будет для стейков. В этом, собственно говоря, и заключается наш сегодняшний эксперимент. Надо обязательно поперчить. Черный перец никто не отменял. И наша любимая крупная соль. Кладем ее в пакетик. Вторую часть вырезки делаем нашим классическим способом. Много перца и среднее количество соли. Заворачиваем пакетик, как всегда, чтобы он был чистый для вакууматора.
Все, вот наши два пакетика готовы к вакуумации. Сейчас завакуумируем 2 часа при 56 градусах, и фактически наши стейки готовы. Вырезки готовы к вакуумации. Процесс быстрый, простой, но занимательный. Наши сувиды готовы. Посмотрим, что получилось. Очень хорошо видно отличие. Эта часть была с паприкой. Это классика. Разрежем и посмотрим степень готовности. Хорошо видно, что степень готовности абсолютно одинаковая. Сейчас сделаем стейки, поджарим их и будем пробовать. Жарить будем на сливочном масле. Сделаем стейки толщиной, я думаю, сантиметра 3. Вот у нас получатся такие стейки. Четыре классических стейка и 4 стейка выдержанных в испанской копченой паприке. Приступаем к жарке стейков. Раскаляем сковородку и смотрим, температура достигла нужной или нет. Правильная температура — это тогда, когда вода начинает бегать по сковородке, а не испаряться. Еще рано. Вот это еще рано. У нас есть немножко розмаринчика. Мы его можем пока положить на сковородку, чтобы он дал запах. Ну вот. Видно, что вода не растекается, а собирается в небольшие шарики. Значит, сковородка достигла правильной температуры. Розмарин убираем сбоку сковородки. И готовим вначале стейк, который классический, только с перцем и солью. Сливочное масло будем добавлять потом. Видно, что стейки моментально прилипают к сковородке. Это нам и нужно. В этот момент идет интенсивная обжарка и создание корочки, которая дает вкус. Видно, что стейки прилипают к сковородке. Где-то через минуту они начинают сами отставать от сковородки. То есть я не прилагаю никаких усилий для того, чтобы снять стейк со сковородки. Вот здесь видно, что он еще в некоторых местах не хочет отставать. Надо всего лишь нажать посильнее, и он отсоединяется без каких-либо проблем. После этого уменьшаем жар до среднего
И добавляем много сливочного масла. Много. Оно даст вкус. После этого можно еще раз перевернуть. Все, наши стейки готовы. Наши стейки готовы. Снимаем со сковородки и оставляем отдохнуть на несколько минут. Масло можно использовать как соус. Сейчас приготовим вторую порцию стейков. Видно, что паприка дает интенсивный цвет, и, конечно, она подгорает на сковородке. Добавляем сливочное масло. Приступаем к разрезанию стейков. Хорошо видно, что степень прожарки не изменилась. То есть во время жарки на сковородке цвет среза не изменился, а появилась только вкусная корочка.